Интимная жизнь в браке. Сегодня мы начнем говорить об интимной жизни в браке, и первое, чего мы коснемся, это для чего были установлены интимные отношения. Мы поговорили на основе Библии до сих пор об обязанностях мужа и жены в браке, а теперь подошло время поговорить именно об интимной жизни в браке. Эти отношения являются одной из важнейших составных частей брака. Самые близкие отношения между мужем и женой могут служить для них источником счастья и благословения, а могут служить причиной недопонимания, ссор и проблем при их неправильном понимании. Для чего Бог установил интимные отношения между мужем и женой в браке? Из Священного Писания мы можем увидеть как минимум 3 цели, для которых они были установлены. Первое – для рождения детей. Господь создал интимные отношения между мужем и женой, когда двое становятся одной плотью, чтобы у них рождались дети. Как мы говорили раньше, одна из целей, с которыми создана семья, это чтобы вырастить и воспитать благочестивое потомство, угодное Богу. В книге пророка Малахии 2.15 написано так: «Не Бог ли сделал их одним целым, и плоть, и дух принадлежат Ему? Почему же Он хочет, чтобы они были едины? Из-за потомства, которое угодно Ему. Смотрите же за собой, и пусть никто не нарушает верности своей жене юности». Я процитировал Малахии 2.15 в новом русском переводе. Центральноазиатский перевод этого же стиха говорит нам так: «Не единый ли Бог ее создал, и плоть, и дух принадлежат Ему? Почему же Он хочет, чтобы они были едиными? Из-за потомства Ему угодного. Смотрите же за собой, и пусть никто не нарушает верности жене своей юности». Очень похоже переведено это здесь. И мы видим, что интимные отношения прежде всего созданы Богом именно для того, чтобы земля наполнилась людьми, угодными Богу, угодными Ему, носящими образ и подобие Божье и провозглашающими Божью славу. Эта цель для брака и интимных отношений в нем видна уже в 1 главе книги «Бытие». Бытие 1 глава с 27 по 28 стих говорят нам так: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над сею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Это же повеление плодиться и размножаться Господь дал Ною и его сыновьям сразу после потопа. Оно звучит почти идентично тому, что Бог сказал Адаму и Еве. Бытие 9.1. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Как мы видим из этих текстов, интимные отношения являются благословением Божьим для человека и также повелением Божьим для мужа и жены. Цель этого повеления, чтобы рождались дети и чтобы люди размножались и наполнили землю. Второе, интимные отношения были также созданы Богом, чтобы муж и жена имели наслаждение в законном браке. Откуда мы знаем, что это была одна из целей Божьих для брака? Священное Писание говорит об этом неоднократно. Кроме того, это можно узнать просто из наблюдения. Если бы Бог хотел, чтобы интимные отношения были предназначены только для рождения детей, а не и для наслаждения супругов, то Он мог бы сделать эти отношения совершенно другими. Господь бы мог сделать эти отношения такими, чтобы они не приносили никакого удовольствия мужу и жене. Кто-то может сказать, что тогда бы и дети не рождались. Мы должны понимать, что Богу было бы нетрудно сделать так, чтобы к интимным отношениям, не приносящим никакого удовольствия, но необходимым для рождения детей, человека подталкивали другие физические стимулы. Например, это могла бы быть нарастающая физическая боль или тошнота, или другие сильные стимулы, заставляющие человека иметь интимные отношения для рождения детей. Но Бог не сделал так. Он вложил в интимные отношения большое наслаждение для мужа и жены, независимо от того,
происходит ли зачатие ребенка или нет. Более того, сам организм женщины устроен Богом так, что зачатие может произойти только в один день в месяц, приблизительно за 14 дней до начала ее нового месячного периода. Но Господь нигде не говорит в Писании, что муж и жена могут иметь интимные отношения только раз в месяц и только в день, когда происходит зачатие. Более того, в Библии неоднократно сказано, что интимные отношения созданы Богом не только для рождения детей, но и для наслаждения мужа и жены и для скрепления таким образом их брачного союза. Например, книга Притчи, 5 глава, с 15 по 19 стих говорит нам так. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною. Груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Книга Екклесиаста, 9 глава, 9 стих. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». В интимных отношениях муж и жена должны искать прежде всего не своего удовольствия, а удовольствия и наслаждения другого человека. Это особенно касается мужей. Ведь суть любви в том, чтобы отдавать, как мы можем увидеть из Иоанна 3,16, «И любовь не ищет своего», говорит нам Павел в 1 Коринфянам 13,5. Бог создал мужей и жен разными, и мужчина намного быстрее переживает полноту наслаждения в интимных отношениях, чем женщина. Для женщины нужна более длительная подготовка. Мужья, любящие своих жен, должны понимать это и быть терпеливыми, а не стараться чем быстрее получить от жены то, что им нужно. Непонимание этого служит причиной серьезных проблем в семьях, потому что жены начинают избегать интимных отношений, не приносящих им почти никакого удовольствия, в то время как их мужья получают это. Каждый муж должен понимать, что, доставляя удовольствие жене и уделяя ей должное благорасположение, как учит Писание в 1 Коринфянам 7:3, он тем самым увеличит и свое наслаждение от самых близких интимных отношений. Ведь, доставляя большую радость другому, мы доставляем ее самим себе. Итак, интимные отношения служат источником благословенного и данного Богом наслаждения для мужчин и женщин, находящихся в браке. Но здесь нужно заметить, что полное наслаждение в этих отношениях муж и жена могут пережить лишь тогда, когда у них правильные отношения во всех других сферах их семейной жизни. Они могут пережить полное наслаждение в интимных отношениях друг с другом лишь тогда, когда они по-настоящему любят друг друга, выражают эту любовь так, как их супруг или супруга желают этого от них, и когда они исполняют свои обязанности в брачном завете. Вот почему об интимных отношениях в браке и о том наслаждении, которое они приносят супругам, мы говорим не в начале темы о браке, а после того, как описали обязанности мужей и жен в браке. От исполнения этих обязанностей во многом зависит то, какой будет интимная жизнь супругов и что она будет приносить им. Третье, интимные отношения в браке также созданы Богом для защиты мужчин и женщин от искушения дьявола в половой сфере их жизни. Для мужей и жен в браке они служат средством для отвержения этих искушений. 1 Коринфянам 7 глава с 1 по 5 стих говорит нам так. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим».
Итак, давайте повторим, для чего созданы Богом интимные отношения в браке. Они созданы Богом, во-первых, для рождения детей, во-вторых, для наслаждения супругов, и в-третьих, для защиты от искушений дьявола. Да благословит Господь вас и ваши семьи, и да будет Божья благодать, милость и мир с вами в этот день и в вашей дальнейшей жизни.